Привет, друзья! Сегодня в Европе и Германии произошли важные новости. День продолжился громкими заявлениями из Брюсселя. Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард снова подняла тему финансовых реформ и призывает ускорить изменения, которые могут заметно повлиять на экономику всего Евросоюза. И почти одновременно в Германии формируется важный момент. Крупный профсоюз готовит новое тарифное обсуждение, которое может охватить школы, больницы и коммунальные службы, включая все государственные структуры. И это еще не все. Настроение бизнеса в Германии становится все осторожнее, а новые цифры института ИФА вызывают много вопросов о будущем экономики. А вот в авиаотрасли Германии звучат неожиданные инициативы. Авиакомпания Lufthansa заявила о расширении сотрудничества с государственными структурами под руководством действующего кабинета министров, причем речь идет не только о технике. И еще, весь мир последние несколько лет стремительно меняет искусственный интеллект, и Соединенные Штаты Америки уже превращают его в источник роста своих доходов, тогда как Германия все еще думает, как сохранить темп и остаться на уровне с другими странами. А в Европе уже прозвучало серьезное предупреждение от одного из самых известных технопредпринимателей. Он заявил, что возможности Германии укрепить свои позиции на мировом уровне уменьшаются. Про эти все новости последнего часа я кратко расскажу буквально за несколько минут. Итак, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард призывает ускорить реформы внутри единого рынка Европейского Союза. По ее словам, снятие барьеров между странами Европейского Союза может компенсировать негативное влияние высоких пошлин из Соединенных Штатов Америки и стимулировать внутреннюю торговлю. Лагард подчеркнула, если реализовать хотя бы четверть предлагаемых мер, это будет достаточно для существенного роста экономики. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель поддержал инициативу, отметив, что упрощение правил и гармонизация регулирования может сократить этот разрыв по производству между Европой и Соединенными Штатами Америки. Он подчеркнул, что европейские рынки капитала остаются фрагментированными и недостаточно развитыми, что и мешает компаниям привлекать средства для роста. Лагард уверена, что для прогресса не нужны новые договора или радикальные перестройки Европейского Союза, достаточно политической воли использовать существующие инструменты. По ее мнению, если разрешения, выданные в одной стране Европейского Союза, признавать во всех государствах, это позволит внутреннему рынку работать эффективнее и поддержит экономический рост всей Европы. Следующая новость одна из самых важных для экономики. В Германии разворачиваются переговоры о зарплатах для, внимания, 2,5 миллионов сотрудников государственных служб. Профсоюз Верди обозначил важные условия для обсуждения повышения зарплат, чтобы обеспечить согласованность действий сторон. Верди требует рост зарплат, внимания, на 7% или минимум плюс 300 евро в месяц. Затронутыми могут быть школы, больницы, полиция и коммунальные службы. Работники требуют справедливой оценки своего труда и готовятся к действию, если предложений не будет. Канцлер Фридрих Мерц следит за ходом этих переговоров, так как результаты тарифной кампании могут сказаться на работе государственных служб. Эксперты отмечают, что важно найти тот компромисс для стабильного функционирования всей системы. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца. В Германии усиливается скептицизм среди компаний. Многие предприятия уже не верят в ожидаемый экономический рост. По данным института ИФА, индекс делового климата снизился до 88,1 пункта, хотя аналитики ждали наоборот роста. Это говорит о растущей неуверенности бизнеса в будущем. Глава ИФА Клемент Фюст отметил, что восстановление экономики может проходить медленнее, чем ожидалось. В обрабатывающей промышленности сохраняется осторожный настрой по поводу будущих перспектив. Экономист Клаус Волрабе подчеркнул, ожидания у компаний заметно ухудшились на сегодня. Даже если сейчас ситуация слегка стабилизировалась, многие считают, что экономика показывает признаки длительной паузы. В секторе услуг, однако, есть разделение. В туризме это оптимизм, а в транспорте и логистике, наоборот, спад. Розничная торговля тоже разочарована. Крупные сети ожидают, что рождественские продажи окажутся слабее, чем рассчитывали. Многие эксперты видят в настроениях бизнес-лидеров предупреждение для правительства. Рост цен и слабая конкуренция могут подорвать экономические восстановления. Германия может пережить замедленное восстановление или вообще длительный период слабой динамики.
Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Авиакомпания Lufthansa объявила о расширении сотрудничества, внимание, с Бундесвером по техническому и образовательному направлениям. По словам главы Lufthansa Дженса Риттера, компания готова поддерживать государственные инициативы в этой области. Lufthansa уже работает с военными, ее подразделение, напомню, Lufthansa Техник, обслуживает правительственные самолеты Германии, а пилотов ВВС и военно-морских сил обучают именно в авиационной школе Lufthansa. Кроме того, Риттер призвал ускорить установку систем обнаружения беспилотных устройств для повышения безопасности воздушного пространства, особенно с учетом недавних случаев с беспилотниками. Также Lufthansa и Бундесвер уже заключили партнерство для резервной службы. Сотрудники авиакомпаний могут добровольно вступать в резерв и получать поддержку для учебы и возможных служебных заданий. Таким образом, Lufthansa планирует стать стратегическим партнером для армии, участвовать не только в техническом обслуживании самолетов, но и в поддержке ключевых инфраструктур. И это только начало. Америка делает ставку на искусственный интеллект, и это уже отражается на экономическом росте страны. Эксперты считают, что инвестиции в искусственный интеллект приносят Соединенным Штатам Америки, внимание, около 1% роста ВВП, и к 2030 году эта цифра может даже удвоиться. Крупные компании строят центры обработки данных и внедряют технологии искусственного интеллекта во все отрасли, от промышленности до транспорта. В Германии ситуация совершенно другая, только 37% компаний используют искусственный интеллект, а государство пока не стимулирует развитие инфраструктуры и инвестиций в технологии. Экономисты отмечают, если страна не ускорит внедрение технологий, Германия может столкнуться с экономическими упущениями и замедленным развитием рабочих мест. Канцлер Германии Фридрих Мерц уже заявил, что правительство должно поддерживать стартапы и крупные компании в сфере искусственного интеллекта, иначе страна может упустить ту возможность для технологического развития. Германия сегодня стоит перед выбором: либо активные инвестиции в технологии, либо потеря конкурентоспособности на десятилетия. Сейчас искусственный интеллект, вы сами знаете, становится ключевым драйвером экономического роста, и если Германия будет действовать медленнее, чем другие, разрыв в темпах технологического развития с другими странами может, конечно же, увеличиться. А дальше еще интереснее. Основатель Spotify Даниэль Эк предупреждает: следующие 10 лет станут решающими для всей Европы. Он считает, что континент должен не просто потреблять технологии, а стать именно мировым лидером в инновациях. Эк активно сам инвестирует в европейские стартапы, особенно в области искусственного интеллекта, биотехнологий и технологий в сфере безопасности. По его мнению, именно эти направления определяют будущее экономики и безопасности всего континента. Основная идея Эк проста. Европа должна стать технически независимой и способной создавать собственные прорывные решения. Для этого важны именно поддержка инноваций со стороны государства и вложение капитала в перспективные проекты. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии и Европы. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.